Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и я продолжаю свое дальневосточное турне. Из Кореи я перебрался в Гонконг, где уже завтра меня ждет супер битва между сборной Гонконга и сборной Сингапура за заветную путевку на Кубок Азии по футболу. Я не сомневаюсь, что игра будет то, что надо. Гонконгские фанаты меня очень даже порадовали в прошлом году. Если видео пропустили, то обязательно посмотрите, ссылка в описании и в углу экрана. Ну, а дополнительного интереса к этому матчу добавляет тот факт, что играют команды на новейшем стадионе Кайтак, открытом буквально в этом году. Один из самых больших стадионов Азии на данный момент и едва ли не самый новейший. Так что я думаю, атмосфера будет то, что надо. А вы же заранее настраивайтесь на самый позитивный лад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и погнали. Нас ждет Гонконг-Сингапур. Будет интересно. За 50 минут до матча я пришел к стадиону. Вот он у меня за спиной. Огромнейшая арена, футуристичная. Что интересно, нету толп народа от слова совсем. При том, что сегодня вообще-то солд-аут. Надеюсь, как и на матче сборной Кореи в Гонконге, мерчом где-нибудь торговать будут. Потому что на сайте Федерации футбола я видел даже значки, что... скрестим пальцы. Поднявшись к стадиону, наконец-то я увидел и толпы народу. Просто, как я и предполагал, с другой стороны все идут. Это мне по кайфу прогуляться было от центра пешком, просто полюбоваться жилыми кварталами Ковлуна. А народ просто, мне кажется, сюда приезжал на метро и вот уже заходит на сектора. Ну и я, кажется, нашел магазин, что не может не радовать. Погнали. Чтобы вы понимали, это очередь в магазин. Без шуток. Магазин, я так понимаю, это несколько рядов столов, на которых продается какой-то мерч, и все. Вот я сейчас смотрю список товаров, что-то ничего интересного особо не вижу. Ну ладно, сейчас подойдем, глянем. 15 минут где-то в очереди ждал. Ничего такого серьезного, на самом деле. Ожидал, что дольше будет. Но если пинов не будет, то прям печально. В общем, из ассортимента здесь есть шарфы, футболки, сумки и брелки, но, видите, значков нету. Вот весь, собственно, ассортимент, список всего, что есть. Обидно, досадно. Даже медведи какие-то игрушечные есть, но не пины. Вдвойне обидно то, что на сайте они как бы у них есть. Я очень надеялся, очень рассчитывал, что и здесь будут чем-то таким торговать. Но не судьба. Вот так выглядит Кайтак футбол стадиум. Трибуны яркие, пестрые, даже непонятно, сколько сейчас народу. Но если вглядеться, еще пока что много свободных мест, но на матче точно солд-аут. Тут я не сомневаюсь, что все места будут заняты к стартовому свистку. Здесь же и барная зона, можно неплохо перекусить. Есть вот классические пироги, $78. Свиной кимбаб, 68. Куриный корн-дог, $38. Есть чипсы Лейс, 25 баксов. Напитков очень много. Разливное пиво предлагают покупать объемами сразу 2 литра. Есть и безалкогольные напитки, идут по $35. Ну и алкоголь, коктейли, разливное пиво, Карлсберг, Кроненбург, Гиннес. Карлсберг стоит $80, Кроненбург стоит 86, ну и Гиннес $98 за, я так понимаю, 0,5. Также можно не мелочиться и брать с выгодой сразу 2-литровые графины и просто делить их на компанию. Я сегодня один, так что мой выбор — это одиночная пинта и, конечно же, Перу.
А вот у нас и перформанс. Фанаты Гонконга просят принести им Кубок Азии 2027 года. Посмотрим, получится ли у команды. Молодцы, чё, смотрится красиво. Заворотка Гонконга смотрится красиво. Матч еще не начался, но мне кажется, будет громко и качественно по ходу матча. Перемещусь-ка туда в середине тайма. Погнали! Помимо прочего, погнали относится и к дегустации пирога. Не ел Паев уже почти 2 недели. Из Англии-то давно уже улетел. Очень даже неплохо, скажу я вам. Начинка не пересушенная, мяса предостаточно. Надеюсь, футбол будет под стать этому пирогу. Хорошо разыгрывали. На самом деле от стадиона какие-то неоднозначные впечатления, неоднозначные ощущения. Из-за закрытой крыши кажется, что ты находишься где-то в манеже, а не на 50-тысячном стадионе. Но за счет закрытой крыши здесь отличнейшая акустика, эхо от заворотки гонконгцев разносится по всему стадиону. И вот прям их слышно очень классно. Открыл Гонконг счет. Топ. Ну и вот интересная тема, как только у ворот гонконгцев разыгрывается какой-то стандарт, угловой, штрафной, сразу вся заворотка начинает светить фонариками, пытаясь дезориентировать, сбить с толку игроков соперника. Ну и пару слов о стадионе. Кайтак Стадиум был построен на месте аэропорта Кайтак, легендарного гонконгского аэропорта, считавшегося одним из сложнейших для посадки в мире, потому что самолеты, гигантские лайнеры, были вынуждены заходить на посадку над небоскребами. И вот эти кадры у меня там с детства врезались в душу. В 1998 году аэропорт был закрыт, и долгое время его территория использовалась для абсолютно разных целей. Но в конце концов здесь начали строить жилье. Ну а почему нет? Взлетная полоса, то есть грунт очень даже хорошо укрепленный здесь.
Здесь прям многоэтажные девелопменты выросли, потрясающая набережная, крутые променады и вишенка на торте. Это, конечно же, Кайтак спортцентр, на котором проводятся футбольные матчи. Есть и крытая площадка для других видов спорта, и концерты играются, и главная фишка этого стадиона то, что крыша здесь закрытая, так что матчи можно проводить круглогодично. Кондей включили и рубитесь, неважно на улице дождь, жара. Внутри комфортно, внутри сухо. Помимо множества небольших локальных баров, есть здесь прям такой централизованный огромный бар. Но ассортимент здесь все тот же, вот только в перерыве вас ждут уже прям конкретно такие серьезные объемы, прям большие-большие питчеры. Не знаю, я один, мне 2 литра нет смысла брать, так что обойдусь пинтой. Всем cheers! Есть у этого стадиона и неудобства. Видите, вплотную к секторам не подойти. По всему периметру арены здесь находятся места для инвалидов. И они прям огорожены, зайти без шансов. Но прочувствовать шумовую поддержку фанатов, конечно, можно неплохо и даже с расстояния. Тем более, что тут, опять же, по всему периметру выставили вот такие столы, барные стойки, где можно просто стоять и смотреть матч. Не так комфортно, как в Корее на матче сборной. Если вдруг пропустили видео про Тед Джон, вот ссылка в углу экрана. Ну, в общем и целом, тоже нормально. Не все поле только видно. Это уже условности. Много знакомых зарядов слышно, ну и песен. Вот конкретно эта песня, это самая любимая у меня, что есть в репертуаре фанатов Кристал Пэлас. Ну и коротко о важности этого матча. Игра проходит в рамках 3-го раунда квалификации к Кубку Азии. Ну и на данный момент после 4 матчей обе команды набрали одинаковое количество очков по 8 и с этим результатом занимают первое место. Так что игра максимально важная. Победитель в принципе гарантирует себе уже попадание на Кубок Азии. Можно понять, почему сегодня аншлаг, почему солд-аут. Хотя о чем я говорю, с момента открытия стадиона здесь всегда аншлаги. Билеты достать вообще просто очень сложно. Хорошо, у меня есть много коллег из Гонконга, и некоторые из них очень любят футбол. И, собственно, один из таких коллег мне и достал билет. Билет на угловой сектор обошелся в $200 Ну, в принципе, по цене нашей League One, League Two. Нормально. Сейчас по стадиону объявили, что посещаемость 47 782 зрителя, но на 50-тысячной арене это, ну, по сути, аншлаг. Гонконг не смог. 1-2 проиграли. Обидно. Вроде атаковали лучше и больше, но вот Сингапур взял важнейшие 3 очка и, собственно, оторвался на эти самые 3 очка от Гонконга. Может быть, по личным встречам уже в любом случае Сингапур уходит дальше.
Жаль, жаль. Гонконг был хорош, были близки к исторической теме, к историческому выходу на Кубок Азии. Ну и вне зависимости от результата футболисты получают аплодисменты от болельщиков, болельщики получают аплодисменты от футболистов. Идеальное завершение матча, несмотря на ни на что, я так считаю. Чтобы вы понимали, уже 10 минут с финального свистка прошло, а фанаты Гонконга как заряжали, так и заряжают. Ну и все, можно покидать стадион с чистой совестью. Я думаю, я застал все, что можно было застать здесь на матче сборной. Увидел ультрас сборной Гонконга во всей красе. Повторюсь еще раз, классно поддерживали, классно пели. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось, и вы так же с него кайфанули, как я кайфанул с пребывания на Kai Tak Stadium. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал, делиться видео с друзьями и, конечно же, писать комментарии. Все это помогает развитию моего канала и продвижению моего контента. Спасибо, что меня смотрите. Впереди очень много интересного. Не пропустите.